Второй ряд у меня будут бальзамины. Это посажу в грунт колиусы. Агератум у меня пикирован всего один раз. Всем привет! Сегодня я буду формировать клумбу из агератума, бальзаминов и колиусов. Агератум была только первая пикировка. Второй пикировки не будет. Будет высадка в открытый грунт. Первое, что я сделаю, это посажу в грунт колиусы единично между гортензиями, хостами. Это будут одиночные посадки. Первым буду высаживать вот такой колиус. Очень красивая яркая расцветка. Уже пустил дополнительные веточки, чтобы не травмировать корневую систему. С вечера я пролила водичкой. Грунт мокрый. Грунт у меня здесь очень плотный, вот такими комками. Поэтому я смиксовала свою садовую землю, перегной, листовую землю и песок. И вот этим рыхлым грунтом присыпаю растения. Эти колиусы я не буду прищипывать, так как хочу, чтобы они выросли хороших размеров, такие, чтобы сочетались с хостами, с гортензиями, чтобы были повыше. На клумбе с агератумом и с бальзаминами я прищипывать колиусы буду. Как только они подымутся, примерно сантиметров на 30. Первая клумба посажена. Идем формировать вторую. Вот так я пересадила колиусы, пролила их простой водичкой, замульчировала опилками. Но завтра вечером еще раз пролью комплексным удобрением, в котором есть фосфор, азот и калий, для того, чтобы запустить рост и снять стресс, который они получили при пересадке. Будет выглядеть моя клумба с гортензиями, хостами, колиусами, одной розой. И идем садить вторую клумбу. Эта клумба у меня будет прямая, одним рядом, потому что дальше у меня идет уже огород. И на эту сторону тоже цветочные клумбы. Вот примерно так, сантиметров 15 между колиусами. Первый ряд будут колиусы, второй ряд бальзамины и третий агератум. Старайтесь при пересадке вытягивать вот таким комочком, чтобы не травмировать корневую систему. Но чтобы получился комочек, нужно с вечера обязательно пролить цветы, чтобы комочек в стаканчике был влажный, он легко вытягивается, не нарушая корневую систему. Расстояние между колиусами примерно 15 сантиметров. Глубина посадки 5-10 сантиметров. Здесь у меня грунт более-менее рыхлый, поэтому я сажаю в свой грунт. Первые колиусы, которые я сажала возле гортензий, там грунт очень спрессованный,
под деревьями. Поэтому я добавляла, миксовала свой рыхлый грунт. Это полюсы, которые у меня отставали в росте. Но в грунте они, это не страшно, в грунте они наберут свою высоту и красоту. Проливаю водичкой простой. Завтра обязательно пролью комплексным удобрением, для того, чтобы грунт напитался азотом, фосфором и калием, чтобы растение пошло в рост, нарастала зеленая листовая масса, корневая система. После пролива мульчирую опилками, так как это место у меня очень солнечное, и чтобы влага сильно не испарялась из почвы, мульчирую опилочками. Второй ряд у меня будут бальзамины. Расстояние между бальзаминами примерно сантиметров 20. Выкопала глубокую канавку, так как я их буду заглублять почти до семядольных листочков. Уже начинают зацветать. Смотрите, какой сиреневый цветочек выпускает бальзаминчик. Аккуратненько вынимаем комочком, прорываем еще ямку и аккуратненько придерживаем, так как растения очень вытянулись. Расстояние между растениями не очень большое, так как эти растения почти не растут вширь, растут только ввысь. Как только я увижу, что растениям комфортно, они принялись, сразу же прищипну верхушечки для того, чтобы появились боковые побеги. Конечно, растения, бальзаминчики у меня немножко переросли. Канавку можно делать еще глубже. Старайтесь не нарушать земляной ком из стаканчика, в котором было растение. Они так легче перенесут пересадку. Очень вытянулись растения. Их нужно было высаживать раньше, но не было погоды. Не было тепла. В холодную почву высаживать нельзя. Венчики до семядольных листочков. И сейчас главное, чтобы их не поломало ветром, вдруг будет большой ветер. Потому что растения уже переросли. Но я, как только они примутся, я увижу, что им комфортно, я сразу же буду прищипывать верхушечку, чтобы разрастались боковые веточки. Проливаю водичкой, обильно проливаю, чтобы хорошо увлажнить почву вокруг растений. Мульчирую соломой, так как опилки у меня практически закончились. Но чтобы не испарялась влага, нужен слой мульчи. Вот так выглядит у меня второй ряд бальзаминчиков. Не думайте, что эта мульча будет лежать все лето. Как только растения подымутся в росте, начнут цвести, станут большими, я эту мульчу уберу. Но сейчас, так как они еще молоденькие, им нужна постоянная влага. И чтобы влага не испарялась, мне пришлось замульчировать свои бальзаминчики. И сейчас третий ряд из агератума. Вот с агератумом придется потрудиться. Агератум у меня пикирован всего один раз. Вот в такой ящик. Лучше сделать вторую пикировку в стаканчике. Каждый по отдельности. Но я дотянула. У меня уже не было тары, не было стаканчиков. И поэтому я его держала до высадки в грунт. Буду вытягивать по одному растению и раскладывать в луночки. Расстояние между цветочками примерно 10 сантиметров. Глубина лунки примерно 5 сантиметров.
аккуратненько, потому что здесь мы нарушаем корневую систему. Когда они после второй пикировки в стаканчиках по отдельности каждый, тогда легче. Корневая система не нарушается, но я просто поленилась второй раз его пересаживать, и поэтому нужно заниматься им очень аккуратно при пересадке в грунт. Сразу же присыпаю грунтом, потому что растение не с земляным комом, чтобы пока я разложу в лунке все растения, чтобы оно не привяло. Вытянула 5 растений, прикопала, потом следующие 5. Проливаю водичкой. Мульчировать его не буду, так как опилок уже нет, а солома это будет сильно объемно для таких небольших цветочков. Просто буду следить, чтобы почва вокруг цветов не пересыхала. Я решила посадить агератум в 2 ряда, так будет пышнее рядочек, будет больше цвета. Так как растение это не очень большое, растет кустиком, поэтому я посчитала, что 2 рядочка будет лучше. Вот такая клумба у меня получилась. Колиусы, бальзамины, агератум. Буду периодически показывать вам рост моих цветов, как они будут цвести. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.